Всем привет, друзья! Вот такие виды здесь. Я в Черногории. Сегодня мы поедем за велосипедом в Сербию. Я буду про это вам показывать и рассказывать немножечко. Покажу, как это все может выглядеть, как выбирал, получится ли вообще, посмотрим, узнаем. Вот, поедем на вот этом. Сегодня мы поедем с Аркадием Борисовичем. Не знаю, может быть, он в течение дня привыкнет к камере и к самому вечеру уже сам начнет так сбоку влезать, голова такая, и будет... Как к тебе можно привыкнуть? Ну, вот так и живем, так и живем. Ну что, путь не близкий, наверное, часов 6-7 до туда, в лучшем случае. Посмотрим, как будет на границе. В процессе буду показывать виды и рассказывать немножко про то, как найти, как купить, как договориться. Вообще интересно, конечно. Которая наверху идет. Так что мы на нее выезжаем. Сумасшедшие черногорские виды, вообще как будто бы где-то в Европе. А это что, блядь, Африка? Есть дорога более южная. Там, по-моему, 6 километров. Что? Типа нужно, короче, продажнику. Да, еду просто за рулем. Нет, Ань. Вот, ребята, вот это да. 12 градусов уже. Блин, Европа, блин. Блин, не то что Казахстан. Ой, красивенько как. Но это... Вообще, почему я решил сменить велосипед и почему я поехал сюда, например, без велосипеда? Потому что у меня была разделка, на которой я ездил на плоскоче. И в целом-то Арбия-Орду классная разделка, но я понял, что если я буду преимущественно длительное время находиться в ландшафте таком горном, то на разделке ездить по горам такое себе, сами понимаете. Плюс я понял, ну, для меня стало очевидным, что когда я купил разделку, это было таким неким, скажем так, немножко нерациональное решение, потому что пока нет в ногах силы и мощи и способности выдавать необходимые ваты, смысл покупать разделку для того, чтобы якобы ехать быстрее, но он такой сомнительный немножко, короче. Именно поэтому нужен шоссик. Ну и вообще, как бы хороший шоссик здесь купить гораздо дешевле. Я думаю, цены могут скакать иногда в 2 раза. Я сейчас покажу на конкретных примерах, конкретной переписки и расскажу, как вообще искал, да. В 2 словах, в Черногорию мы приехали на довольно длительный период, по нашим ощущениям, посмотрим. Опять же, пока что на месяц, например, да. И вообще я бы, по своему, если с климатом все окей будет и с тем, со всем окружающим все понравится, то я бы вообще остался бы на зиму, как минимум. Ездил бы по горам, и бегал бы по горам, и плавал бы по горам и в море. Вот. Так, мы едем, нам осталось 3 часа 40 минут, показывает. 269 километров. Прошли границу Сербии быстро, за 0 минут. Просто подъехали, 0 очереди, дали паспорта, нам что-то поставили, все, поехали дальше. Вот такие видочки. Что касательно того, как выбирать велосипед в Европе. Вообще, если честно, хотел купить велосипед в Италии. Но в Италию в целом я посчитал сейчас ехать довольно накладно. Скажем так, накладно в том смысле, что билет-то дешевый до туда, но там логистика и прочее довольно сложнее, нежели чем здесь. И непонятно, как смогу ли я с велосипедом потом прилететь, то есть удобно ли это будет. Опять же, там я вообще никого не знаю. Встречусь, договорюсь ли я с итальянцем на покупку. Там, ну, короче, плюс жилье там такое. Я подумал, что гораздо прикольнее туда будет съездить чисто в качестве туристических целей попозже. Ну, собственно, уже непосредственно покупку я начал изучать страны, близкие к Черногории: Хорватия, Босния, Сербия, Албания. Если загуглить типа сайты объявлений всех стран, выходит сайт, в котором есть ссылки на сайты объявлений любой страны практически. И я нашел там такие сайты, как TwoBike.rs,
Джускала, OLX Боснии, да. И вот там вот я начал просто мониторить в течение месяца, какие велосипеды бывают. Уже изучил, как на сербском и на хорватских языках будет типа шоссейный велосипед. Сразу я захожу и выбираю драмский бицикл или цестовный бицикл. Вот. И в целом начал ориентироваться по ценам. Потом я, впоследствии того, как я уже определился с бюджетом каким-то, и с тем, какой я велосипед выбираю, я понял, что я ищу шоссейник, преимущественно аэро, преимущественно на электрике, преимущественно на высокопрофильных карбоновых колесах. С возможностью установки лежака, для того, чтобы, если я захочу половинку делать в ближайшие месяцы, я мог это сделать, да. Но и при этом, в первую очередь, для того, чтобы ездил по горам на шоссике. Вот. Конечно, он должен быть легкий, для того, чтобы подниматься в горы. Мощемер опционально, потому что велики с мощевером уже стоят, наверное, ближе к 3000 евро. Соответственно, сейчас вариант, за которым мы едем, который будем смотреть, с которым, дай бог, все получится, это S-Works Venge 2017 года. Он на клинчерных тормозах, по-английски это Rim Brakes. Хотел, конечно, мне советовал друг взять на дисковых, потому что сейчас уже дисковые тормоза более новые, более современные, на них уже через несколько лет, наверное, будет больше велосипедов. Но вариант хороший по цене и при этом интересный для меня, который бы мне нравился лично, я и не нашел. Точнее всего, есть Bianchi 2022 года, Bianchi Aria карбоновый в Белграде. Но, во-первых, в Белграде, то есть, чем ближе, тем лучше, потому что вот Аркадий Борисович согласился подвести меня и помочь с велосипедом его, чтобы привезти в Черногорию. И поэтому преимущественно было что-то поближе. Поэтому я начал переговоры и смотрел еще Cervelo S5. Кстати, оказалось, что Cervelo S5, который я нашел на Фейсбуке тоже через Marketplace можно на самом деле находить разные велосипеды, выставляя геопозицию. Я нашел там Cervelo S5 от одного мужика, который в Белграде живет. Оказалось, я узнал через другого мужика, что это велосипед китайский. И оказывается, на этом рынке очень много вот реально китайских рам, которые вроде бы оригинальные, но на самом деле нет. Есть на ютубе видео, можно погуглить, да, там, не знаю, фейк фрейм, что такое. Подделывают и Спеш, и Pinarello Gun, все подделывают, то есть это все реально. Насколько это опасно, ну, опять же, каждый судит сам, но, наверное, не хотелось бы на китайской раме кататься. По итогу этот велосипед на D2 на электрике, колеса ZIP 404, цена установлена, на которую я сторговался, 2500 евро. Собственно, отнимая, там, например, учитывая ценность, стоимость электрики и колес, то они, наверное, только тянут на 1000-1500 евро, как ни крути. Вот, поэтому по цене он получается норм. В России, мне кажется, 1300 такой велосипед будет стоить минимум. Вот. Ну и плюс это велосипед, та модель, которая мне действительно, лично мне нравится. Это тоже важный фактор, по которому велосипед нужно брать, я считаю. Был вариант взять Чинелли Saetta Radical Plus 2017 года, тоже на колесах высокопрофильных Токена или Токима, я прикреплю надпись и фотографию. Тоже неплохой в целом велосипед, но он, скажем так, во-первых, не аэро, мне хотелось аэро, во-вторых, он мне не так нравится, в-третьих, он получается, скажем так, меньше заявленного бюджета, который я определил для себя. Как ведутся диалоги с покупателями, да, то есть на этих сайтах высвечивается номер телефона, по нему пишешь WhatsApp, Viber, Telegram. Telegram не пользуется никто, в основном WhatsApp, Viber. Я писал и переписывался на английском, иногда и не на английском, приходилось пользоваться переводчиком, чтобы общаться на сербском с кем-то. И в целом-то так и узнавал какие-то детали о велосипеде. Первое, о чем спрашивал, я спрашивал, финальная ли цена, какие-то запрашивал видео дополнительное про велосипед или что еще. Вот этот продавец, с которым мы едем сейчас, оказался плюс-минус адекватным, который говорит на английском плюс-минус хорошо, который в целом давал мне общие советы. Короче, возможно, я допускаю, что, возможно, там рама какая-нибудь клееная или китайская, он поэтому весь такой доброжелательный. Ну, на месте посмотрим. Как бы. Но в целом, по тем фактам, которые я у него запросил, все как бы подтверждается. Хотя 100% уверенности никто не может дать, что рама там не клееная или что еще. Карбоновые рамы ремонтируют, подклеивают, подделывают. Все это как бы абсолютно нормально. Поэтому проверку нужно сделать
ну, не то чтобы соответствующую. Я как бы в таких вещах в целом плюс-минус доверяю людям, но проверять стоит в любом случае. Вот. Поэтому по ценам вообще в Италии, конечно, самые дешевые велосипеды. То есть, но я скажу так. Я в Италии смотрел разделки, допустим, и шоссики, да, примерно вот такой велосипед, он примерно вот так и стоит. Вот плюс-минус там, вот, ну, немного. Может быть, можно евро 200 сэкономить, но я потратил бы это на сумку, на перевозку, на транспортировку, например, да. Вот, еще больше, например. Поэтому все такое. В Черногории вообще купить что-то, велосипед или там оборудку какую-то, одежду довольно сложно. То есть выбор маленький, ничего нет. Черногория в этом плане довольно-таки суровая страна в плане велосипедной апремы, велосипедных аксессуаров. И, соответственно, заказывать тоже в Черногории довольно-таки сложно, потому что есть проблемы с таможней, идут посылки долго. Все, что выше 75 евро, ты должен будешь заплатить НДС. Хотя это как бы норм тоже, да. Если вы не знали, в России все, что есть на рынке, ну, не ввезенное как личные вещи, как правило, с НДСом тоже. Вот. Просто здесь из-за того, что Черногория не входит в Евросоюз, вот отдельная такая ситуация, да, то есть им нужно пересчитывать, и здесь почему-то система пока это не налажена в виде доставки, потому что все застревает на таможне, там и держишь долго. Короче, можно заказывать что-то до 75 евро, будет идти, может быть, недельку-две, что в целом-то не очень долго. О, смотрите, капуста. Вот, поэтому сейчас едем, виды красивейшие. Прикольно, на самом деле, ехать, смотреть на все эти пейзажи. Красиво, Европа, что ты скажешь. Собственно, по велосипеду, наверное, все. Стараюсь показать вам процесс покупки. Мужика зовут Петр. Надеюсь, он все нам покажет. И если получится, заедем на обратном пути, купим шлем в Златиборе. В Сербии, на самом деле, с велосипедным оборудованием гораздо все проще. Есть сетки planetbike.rs, например, в которой вообще много чего есть по хорошим ценам. И вот я даже в Астане, например, купил себе велотуфли Nordwave Core Plus 2, да, шоссейные. Они там по акции были по хорошей цене, но все остальное в Астане дороже, хотя несмотря на тенге и доллар, да, то есть тенге же получается примерно с долларом на одном уровне, то есть тенге упал по отношению к рублю, и, например, россиянам выгодно в Казахстан сейчас ехать покупать что-то, и они едут и сметают. Например, я хотел купить шлем Specialized Align, и он в магазине winner.kz весь сметен просто был, то есть нет. Все раскуплено, россияне приехали и потом перепродают это все на Wildberries дороже или на Авито. Вот, и короче, в Европе еще дешевле по факту, потому что, ну, отнимается логистика, понятно. Еще дешевле, чем в Казахстане. Что шлемы, что там шипы, что-то еще. Мне нужны шипы и шлем. Все, что осталось, все, что необходимо мне для качества езды в Черногории. Hello, friend. Okay. Peter, Rustam, nice to meet you. Long trip for a bike. Yes, Here you go. Yes, long trip. Добрый день. Я сам Аркадий. Peter. Приятно. So there are few like cosmetics scratches on the paint, but like you can fix it with Yes, I know it. It's for nails, nails. something, yes. Yeah, you just need to polish. I didn't bother with that. I can do like full frame for 100 euros, but I can't be bothered to do that because I don't ride it. So there and I'm not sure is there And- anything else. There is like 2 or 3 scratches, like single scratches. That's it, I think. And what is this? What is like this? I never seen that like this before. Like wheel from car. This is a cap, like you can put any kind of cap there, like custom cap. I don't know, just you can change Okay, it for any kind of, you know, like I used to drive like 11 stamp, this is 9. I switched the stamps. You switch the stem? Yeah, I put shorter stamp.
I have 11 at home. Ага. It should be around 7 kilograms, maybe less. Мгм. Maybe you need to take it to the mechanic, you know, like to check stuff. I didn't drive it like 4 months or something like that. We don't need put... I know, but it's easier like this. Just pick up the wheel. Just go. Up, up. А вы так? Go up, up, over. So this is. I rode like many bikes, but this one is. Best. Best of the best. And I'm not happy at all because I'm selling it, you know, but, but it's standing on the wall, you know, all the time. Yes. I went to Slovenia, I paid for the trip 100 euros, paid the hotel. I paid bike fit 100 euros. I bought a new saddle and it's still not good. You know, I gave like 500 euros invested in that Yes. and it's not good and it's still hurting me, you know. Yes, yes, I know. He shortened my stem. I had like here, he shortened, he did a bit like this, you know. Ah, yes, yes. I had like this more, so you can play a bit, you know, probably you know your position. Окей. В общем, чувак, я ему дал денег, пошел проверить их на оригинальность в офисе. Ну, байк в хорошем состоянии, действительно, все в порядке, все проверил, вроде что можно. Не знаю, будем смотреть более подробно позже. Да, есть коцки, жизненные, все остальное в порядке. Сейчас отдаст мне зарядку, да и все. Короче, качественно не получилось сделочку снять, потому что человека, чтобы не смущать, да и потом внимание должно быть на проверке байка, понятное дело. Не знаю, я проверил раму со всех сторон, места, да, какие-то коцки, проверил, как переключаются передачи, ну, все работает. Проверил, как звучат колеса оба, проверил, ровно или все. Проверил, как работают тормоза. Что еще проверять, не знаю. Чувак приятный на самом деле, помогал, подсказывал. Ну и велик вроде в очень хорошем состоянии. Понятно, его нужно, он в грязь на нем, видимо, ездил идеально. Ну, велик не идеально чистый, его почищу. И потом уже подробнее добавлю какой-нибудь кадр. Ну что, коллеги, сделаем обзор того, что положил добрый серб в подарок с велосипедом. Итак, первый подарочек. Specialized. Специальное крепление. Оно дает пейв на 7 мм и 9 мм. Крепление для карбонового седла, чтобы, если я захочу купить крутое карбоновое седло, чтобы его можно было поставить. На то крепление, которое есть, оно не поставится. Говорит, очень сложно найти такую штуку. Зарядка от D2. Надеюсь, работает. Ну, по крайней мере, должна. Прикольно. Странно, почему они не сделают простую, понятную. Ну, что, от USB от любого можно заряжать. То есть от Powerbank что-то можно заряжать, правильно я понимаю? Ну, это круто, если так. Но плохо, что с великом нужно таскать вот эту хрень огромную. Это, наверное, не так практично. Я так понимаю, камера 28. Кстати, у меня есть камера, что-то она не такая толстая. Странно, неужели тут тоньше? С огромным длинным соском, как говорится. Моя камера, которая есть у меня, вообще можно выкинуть ее. Ну, запасная та старая. Я понял, что я ее вожу просто так. Либо мне нужно купить насадки вот такие вот, чтобы удлинить. Потому что, ну, понятное дело, если колеса высокопрофильные, только можно... Камера должна быть с нарощенным соском. Иначе ты не сможешь ее накачать. Так, и еще, когда он говорил словами, я, конечно же, кивал головой, но процентов 70 я не понимал. Но я понимал по визуальному ряду, что это. Это компагнола площадки для, собственно, правильно, давайте прочитаем. Brake pads for carbon rims.
То есть, не знаю, старые, которые, может быть, установлены, может быть, они скоро износятся, но круто, что есть запасные. Компаньола хорошие, качественные, они, по его словам, ну и так понятно, что made in Italy, что тут. Нужная вещь тоже, пригодится, все пригодится на самом деле, очень полезно. Ну вот, такой вот добрый серб, на самом деле мне повезло, благодаря ему. Может быть, конечно, не просто благодаря, не просто так все. Очень много, на самом деле, велосипедов в европейских таких странах не очень богатых, ну, как Балканы, как вот Сербия, как Черногория. Очень много велосипедов каких-то, ну, ворованных, каких-то, не знаю, по страховым компаниям или что-то еще. Ну, короче, не супер оригинальных, да. И вполне возможно, что для кого-то лучше будет купить велосипед новый, купить на сайте Canyon, например. К сожалению, с сайта Canyon в Черногорию купить нельзя, в Черногорию заказать, но во многие другие европейские можно. И это на самом деле очень большой плюс, потому что можно взять классный велик, там, каньоновский, они новые, довольно дешевые, то есть у них в целом ценник очень хороший, потому что модель дистрибуции определенным образом выстроена. И можно купить там за 2-3 тысячи долларов, евро вполне себе хороший шоссейник. Вот. Но я решил пойти немножко другим путем, потому что я хотел, скажем так, раму может быть немножко покруче, да. Электрику обязательно я хотел, это, ну, мое личное желание, скажем так. Но при этом может быть не такой новый. Вот и все. Ну и плюс, если бы я заказывал Canyon, все-таки, скорее всего, это было бы неудобство какое-то. Там, не знаю, пробовать договориться, чтобы кто-то заказал на свой адрес в Хорватии или в Сербии. Потом сюда, короче. Вот. А просто поехать не купишь, не поедешь. Вот. Поэтому Canyon тема на самом деле покупать. По-моему, даже доставка в Россию не знаю. У них на сайте высвечивается, но насчет России не подскажу. Вот как-то так, друзья. Пришли в сетку велосипедную в Сербии. Сейчас посмотрим, что там. Hello? Hi. Can I see that model? Okay. Okay, I'll take this. А может по-русски? О, српски. Српски. Šalim se. Шипы для туфли есть? Шипы для туфлей. Pločice. Шипы для туфлей. Pločice. Плочицы. Плочицы. No. It's bad. I think you have, but you just maybe don't know where is this. Можно я тоже посмотрю? Naravno. Может быть, эта моделька лучше будет. Как шипов нет, я не понимаю. Не, это вообще какая-то грибная. Это вообще грибная. Короче, вот это, но не насос, а вот такая вот маленькая. Pumpa. Yes, but a little thing where I can, где я могу поставить и вот так быстро за раз. А, CO... Yes, No. CO2. Не. Как так тоже нет. Приехали в небольшой городок Златибор. Прикольный. Аркадий Борисович стекло чистит. Златибор называется. Златибор! Златибор, Златибор! Прыкшнак, крышнак! Тыркакснак! В общем, вот шлем. Снял сразу все бирки и этикетки, потому что нельзя чего в Черногорию провозить, оттуда нужно домой заводить. Окли шлем. По-моему, эта модель, и даже это не присматривался. Oakley Aro 3. С Мипсом, что уже хорошо. 126 евро стоит. Ну, неплохой шлем, я считаю. Хороший такой шлемчик, симпатичный. Вот. Хорошая система защиты. Ну и все. Будем кататься. Только шипов Шимана нет, блять. Придется их. Интересно, на Интерспорте они есть? Ну-ка, сейчас посмотрю прям по сайту. Ну что, друзья, всем привет. Сейчас покажу велосипед поближе, потщательнее, немножко поговорим про него.
Собственно, вот он. Красавец, S-Force Venge. Что тут скажешь? Покажу состояние, наверное, поближе, да, чтобы было понятнее. Понятнее, в каком состоянии велосипед. Я его немножечко протер, помыл. И постараюсь показать. Во-первых, минусы, наверное, надо показать, которые имеются. Ну вот, собственно, две хоски, которые самые яркие. Остальное немножечко вот здесь вот есть. Scratches. Клинчеры, конечно же, не трубки. Dura-Ace. С другой стороны тоже Dura-Ace все. Переключатели. Собственно, электрика. Переключатель работает. Вот здесь вот есть небольшое, результаты небольшого, видимо, падения или шкрябания, не знаю. Вот так выглядит велосипед. Будем пробовать кататься. Не знаю, позже, наверное, запишу впечатление. Когда буду снимать велотренировку, запишу впечатление о велосипеде. В целом пока все нравится. Прикрутил свои педальки. Забавный момент, я очень удивился, когда он показывал и прикручивал свои педали. Он прикручивал педали не ключом, который у меня есть такой на 15 гаечный, а он прикручивал с другой стороны. Вот этой вот штукой. Покажу. Вот здесь вот, оказывается, есть пазик. Я этого не знал, к своему удивлению. Кстати, собственно, на этом-то и все. Я надеюсь, всем понравилась серия. Я обязательно сниму видео с тренировок в Черногории. Покажу, что и как здесь. Расскажу о впечатлениях и, конечно же, о велосипеде чуть позже. Поэтому всем спасибо. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Надеюсь, кому-то было полезно. Пока-пока.